Раз. Вот, думаю, пока этого хватит. Всем массовый массаж простаты, с вами Киблот. Ну шо, мой дебют как полноценного контент-мейкера прошел неплохо, относительно. На меня кто-то даже подписался. Пускай это были те, с кем я переписываюсь уже некоторое время, я все равно доволен. Нормальное начало, слушай. А вот с настройкой звука мне еще разбираться и разбираться. Впрочем, вы здесь не ради моего нытья по поводу кривых рук. Вы здесь за прикольчиками и играми. Ну что ж, у меня есть одна игра на примете. Абсулов End of Gods. Этот ужастик сделала студия Сердитый Черт, которая до этого сделала Unforgiving. В Unforgiving я не играл, но я видел похождения и обзоры. После них у меня сложилось впечатление, что Unforgiving это реальная игра, а не просто шлак, который кидают в Steam, чтобы летсплейщики покричали. Но какие у меня будут впечатления, если я поиграю в Абсулов? Давайте же узнаем. Абсулов. Звучит как фамилия. У кого-то утро начинается с зарядки, а у главной героини утро начинается с операции. Можно подумать, что операция включала в себя вживление органа, что с утра полоскает горло. И побочный эффект данной операции – сложности с речью. А находимся мы в стартовой обучающей зоне, где нас научат тыкать по вещам. Вау! Где его найти? Может быть здесь? Невероятно! Эх! Я сделаю, я умный! Умная! Только не надо на меня так смотреть. Да, во мне много энтузиазма. Эй, погоди, я еще не подошел. А, вот, подошел. 1, 4, 3, 6. Я запомнил! Забавный момент. Первый раз я проходил игру на высокой сложности. Второй раз я проходил на средней. Если на высокой от нас требует запомнить число, то на средней нам нужно просто нажать на кнопку. Даже представить не могу, что нас ждет на низкой сложности. Как вы можете заметить, данному искусственному интеллекту недостает утонченности Гладос или Шоден. О причине этого я скажу позже. От грубого тона у главной героини портится настроение, и искусственный интеллект решает нарисовать ей улыбку. К сожалению, он не понимает, где рисовать улыбку. И поэтому ИИ решает, что хоть волшебное зрение нас развеселит. Но главной героине все равно не весело. А вот и тюремные тесты на масть пошли. Тут нам надо выбрать нужную статую и нажать на знак под ней. Правильный ответ не будет очевиден, пока вы не пройдете игру, так что не ищите подсказки и не злите машину. Вы можете угадать, тогда наш недодоктор будет рад словно родитель, когда его ребенок получил 5 за контрольную по истории. Но скорее всего вы получите реакцию на 2. Дело пахнет ремнем по жопе, так что надо сваливать.
И в этом нам поможет классический элемент видеоигр. Вентиляция. Ай. По пути в место под названием «Подальше отсюда» нам встретится множество вещей. Например, уже привычная для игр лорная записка в виде аудиозаписи. Сообщение о том, что на поверхности не все хорошо. Вы ведь уже поняли, что место действия находится под землей. Мы пытаемся ответить на данный вопрос, но у нас выходит только... Также нам встречаются кишки, которые вытягивали явно дольше 10 минут. Извращенцы в масках. Сохранялки. Говорящие статуи из металлолома. Уважаемый олень, во-первых, ты мне дал волшебное зрение. Во-вторых, там и так было темно. Так что мне твое наказание до лампочки. Снова извращенцы. Здрасте, вам от меня что-то нужно? Видимо, не от меня. Плаксы в лифтах. Господи. Вы ведь не против, если я тут проедусь, а? Ну, окей, короче. Я нажимаю. Вы можете плакать в другом месте, а? Серьезно, ну... Оу. Спасибо. Надругательство над головами скандинавских богов в виде превращения их в канализационные трубы. Может, поэтому начался весь этот ужас? Странные отсылки, песик, арфа из Unforgiving и вообще много чего есть в начале. Аж глаза разбегаются. О возможной причине этого я скажу позже. А еще нам показывают, что проверка интеллекта в начале была не просто так. Ибо нажимать на кнопки мы умеем, а вот отличить правую руку от левой нам весьма сложно. Эта дверь сломана. Может, вон та откроется? Так, я что-то делаю неправильно со своей рукой. Что же мне делать? Точно! Мне нужна чужая рука. Приветик. Я так понимаю, эти звуки означают, что ты не против, если я возьму твою руку? Все норм! Значит, чужую руку мы прикладываем как надо. Ладно, хватит тупо перечислять все, что есть в начале игры. И так нормально растянули видео. В чем же тут цимис? А в том, что раньше археологи, когда занимались раскопками мест, где были викинги, находили, Например, времен викингов. Красиво сделано. А что это здесь? Вмятина или потертость от чего-то пальца? Я тапку насал. Но все изменилось, когда один хипстер вместе с его женой нашли статую, которая способна открывать порталы в скандинавские миры. Возглавляя корпорацию Боркорп, они начали исследовать тамошнюю флору и фауну, да добывать там энергию. Разумеется, в Doom они не играли и даже не подумали о том, что все это дело нужно начинать на Марсе. Так что ад на Земле, ну или Вальгалла на Земле, началась еще до сиквела. А что мы? А мы просыпаемся после того, как дух машины, ну или дух, вселившийся в машину, сделает нам... И нам еще предстоит выяснить, что это была за операция и кто мы есть. Ведь у нас, представьте себе, амнезия. Ну, погнали дальше. К концу вступления мы находим корень, через который можно пролезть. Пролезание через этот корень выглядит вот так. Ой, простите, это портал в ад из третьего Дума. Не-не-не-не, тут все выглядит вот так. Ну, хоть посадка была мягкой. Увидев местных, вы можете подумать, что еще за паучий мир у скандинавов? А это, ребята, Хелхейм. Сомневаетесь? Вы только паукам это не говорите. Они вам за это руки оторвут. Да и вообще, все не так, как в этих ваших мифах. От пауков нас спасает тот самый хипстер. После чего чинит наш голос и ставит вместо утерянной руки протез, сделанный из говна. А можно мне протез, сделанный на основе современных технологий?
А то даже те, что напечатаны на 3D принтере, выглядят получше. Но нет хуха без добра, ведь нам оторвали руку, чтобы до нас наконец дошло, какую надо прикладывать к сканерам. А еще у нашего Ярнгрейпера не только спорный дизайн, но еще и функция взламывать двери и издалека опускать лестницу. Нужно только заряжаться. Итак, нам рассказали, что чтобы спасти мир, нужно собрать 9 ключей от Апсулова, статую, что все завертело. 6 уже собрали, осталось 3. За первым из 3 нас посылают в самую во всех смыслах этого слова чиловую зону в данной игре. Какие страшные звуки. Подумали вы, но не спешите с выводами. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Worst of all are the sounds of the natives. It travels for miles through the infinite night and fog in this dead landscape. It just chills you to the core. Видите, ребята, они далеко. Значит, ничего страшного не произойдет. Ой. 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 Ой-ё. М-да. Этот великан побольше, чем тот, что был в Unforgiving. Зато точно можно сказать, что такому здоровяку мы не нужны. Мы ему всего-то на один зубок, даже меньше. Мы всего лишь один маленький таракашка. Один. На всю округу. Где жрать нечего, только снег и камни. М-да. Немного прогуляясь по снежку, вы попадете на разрушенную базу Боркорп. Кто же ее разрушил? Неужели великаны? Могли подумать вы. Но если вы соберете некоторые улики, перед вами откроется совершенно иная картина. Outside. I don't know how much more of this I can take. You have to send someone to find another route. My feet are starting to I can't feel them anymore. Да ладно тебе, не так уж тут и холодно. С моими ногами все в порядке. I can't feel them anymore. But I can. That's your problem. Чего боятся этих здоровяков? Они даже почти ничего не разрушили. Ой, только не говорите, что все вот это сделали великаны. Великан, небось, такой взял, сюда в здание пролез и стену сломал. Угу. Как же. Просто бабки решили попилить. Поломали для виду. Помогите, на нас великаны напали. Срочно нужны деньги. Великаны эти здоровые, сюда пролезли. Стены поломали. Кетчуп тут размазали. Да-да-да, это все они. Все весь. Да-да, все они. Ну, конечно же, начальство все поняло, что к чему. И послало подальше этих шутников. А стены все равно поломаны. Вот они и получили, что заслужили. Я вон свою правую руку не чувствую. Вот это проблема. А ноги, ну, в порядке. Подумаешь, ветерок дует. Отлично. Великаны еще и стены все изрисовали. Угу. Да. Слышите? Это великан пролез. Он в одном из шкафчиков. О боже, как страшно! Ну молодцы, решили еще и меня разыграть. Молодцы. За такие приколы я у вас черепушку конфискую. И батарейку тоже. Ну, пора в Мидгард. Насмотрелись мы на Преколхейм. Но тут нам путь преграждает главный любитель приколистов из Боркорп. Так, ну что опять-то? Оп. Ай.
Это еще что светит? Ой-ё. Здорово. Поздоровались. Что ж, пора рассказать о смерти в данной игре. Когда вас убивают, вы попадаете не прямиком в ад, а в место, где вам надо будет нести мячики к кружкам, пока вас преследуют долговязые статуи из начала игры. Ну или тот, кому была посвящена эта статуя. Наш преследователь может лишь раздражать своим присутствием, ведь убежать от него весьма легко. Так что все просто. Ставим 2 мячика на кружки и говорим долговязой статуе, после чего оказываемся на том же месте, где нас убили. Ты там спал, что ли, пока ждал меня? Я понимаю, что вы тут большие приколисты, но мне пора на землю. Так что пока. Наверняка он просто любуется человеческими постройками. Опять же, в Нифлхейме ничего нет, кроме снега и камней. Поэтому я и сомневаюсь, что великаны просто бы взяли и начали все ломать. Так, хорош отвлекаться, пора домой. Вообще, мне понравилось Нифлхейме. Тут спокойно, прохладно, правда... Правда, приколы могут раздражать. Вот откуда взялась эта рука? Наверняка опять вместо приколисты сбор корп какую-нибудь штуку сделали. Наверняка это какая-то специальная роборука, которая выскакивает из-под земли. Но вам не удастся испортить мои впечатления от Нифлхейма. Фигушки! Я не только вернусь, но еще и друзей приведу, когда они у меня будут. Эх, хорошо было в Нифлхейме. Не думаю, что я буду так много рассказывать об этой игре. Конечно, я мог бы рассказать совсем основную информацию. Мог бы сказать что-то в духе «тут страшно, тут скандинавская мифология, идите играйте». Но таких обзоров на данную игру хватает. Так что ждите следующую часть, которая будет в следующий раз.